Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего года, напомню вам, 2025 года. И, конечно же, будем говорить о рынке жилой недвижимости целого региона, северо-восточного региона, куда входят 5 крупных областных городов-центров. Традиционно через призму времени и цифр попробуем разобраться, что происходило с недвижимостью как в течение одного месяца, то есть колебательный процесс отследим. Период сравнения будет у нас ноябрь с декабрем, будем сравнивать месяцем 2025 года. И в конце поговорим о тенденциях, где период сравнения будет у нас уже ровно один год. Ну и традиционно, в общем-то, подводя итоги, я сделаю прогноз до конца первого квартала 2026 года. И, конечно же, прогноз о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости в северо-восточной части Украины. Друзья, заранее предупреждаю, не бросайте меня, так сказать, испорченными продуктами питания, но, как ни странно, подводя итоги, мы увидели, что, ну, мы, это я и компания Lim Consulting, увидели, что стоимость жилой недвижимости в этом, в общем-то, приграничном регионе, где идут полноценные боевые действия, выросла. Это в долларах стоимость квадратного метра жилья выросла. То есть это какое-то ну, безумие, наверное, не знаю. Но я, в общем-то, показываю вам, что происходит, цифры. И, в общем-то, уже на протяжении, ну, не знаю, года говорю, что рано или поздно вот это необоснованное поведение рынка недвижимости в плане роста стоимости закончится и закончится очень плохо, друзья. Итак, смотрим подготовленный мною материал. Надеюсь, вам будет интересно. Досмотрите до конца. Также свои соображения, почему дорожает недвижимость в северо-восточном регионе Украины. Если у кого есть такие таковой, поделитесь, напишите. Мне будет интересно, так сказать, это все проанализировать. Итак, друзья, смотрим на карту. Перед вами карта Донецка, северо-восточного региона, куда входит город, показываю указочкой, Чернигов, город Сумы, город Харьков и, конечно же, город Полтава. 4 крупных областных города-центра. Поговорим о колебательных процессах длиной в один месяц, период сравнения, ноябрь с декабрем сравниваем. Итак, давайте сверху вниз, справа налево, наверное, да, начнем с города Чернигова, друзья. Ну вот давайте обратите внимание, может кто не знает географию, хотя, наверное, век современных технологий, хотя безграмотных людей много на самом деле. Вот это все у нас граница идет. Это с Беларуси идет граница. Черниговская область граничит с, насколько я помню, Брянской областью. Частично Курск, это Курская, да, область, город Сумы, это все прифронтовые регионы или города, которые буквально находятся, ну, на линии огня. Город Харьков и только город Полтава находится ближе к центру, так сказать, к центру Украины, но он входит в данную, так сказать, северо-восточную часть Украины, в северо-восточный регион. И вот смотрим, что происходит с социальное жилье, город Чернигов. Вверху мы прочитаем данную легенду карты и, в общем-то, поразмышляем, а что же все-таки происходит. Город Чернигов, социальное жилье, 488 долларов за квадратный метр. Напомню вам, что вторичный рынок продается все за доллары. Что показало с какого-то перепуга, друзья, рост плюс 0, сколько там, 21%, по-моему. Дальше. Эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья. Это у нас также вторичный рынок. Буду говорить только в процентном соотношении. Показывает также рост плюс 0,32% за месяц. Следующий, первичный рынок, эконом-класс, рост 0,45% за месяц. Ну и первичный рынок квартиры, комфорт, бизнес-класс показали также динамику роста плюс 0,27%.
Но это, друзья, декабрьские данные. Я практически не сомневаюсь, и об этом мы будем говорить, когда уже в конце прогнозах, что вот это необоснованное поведение рынка недвижимости, вот этот так надуваемый стоимостной пузырь, необоснованный никакими факторами экономическими, он, в общем-то, закончится очень и очень плохо, большим таким пшиком, да, с учетом того, что январь месяц показал нам, да, что стоит недвижимость, в которой нет ни воды, ни света, ни тепла. То есть это просто бетонные каменные мешки, в котором невозможно выжить людям. А Черниговская область и город Чернигов достаточно серьезно уже в январе месяце поддаются, в общем-то, всевозможным, так сказать, обстрелам, да, и бомбежкам. Ну, по крайней мере, энергосистему вынесли, говорят, там чуть ли не в ноль. Дальше, друзья, смотрим следующий город, город Сумы, также прифронтовой, но надо отдать должное, здесь рынок недвижимости ведет себя вполне закономерно, то есть на протяжении года мы видим снижение стоимости квадратного метра, и вот на примере социальное жилье. Да, забыл сказать, количество предложений, друзья. Вот количество предложений – это показатель, который характеризует активность рынка, ну, по крайней мере, не по продажам, а по предложениям, желающие продать свою недвижимость. Так вот, по всем городам мы увидели, что значительно стало снижаться количество предложений. И это связано с чем, друзья? Ну, несложно догадаться. Нет света, нет электричества и интернета, ну и так далее, да? То есть люди не могут выставлять без интернета свои квартиры вот в те самые интернет-порталы, доски, которые мы мониторим. То есть значительно, просто значительно, а в январе это еще будет меньше, снижается количество предложений. Это очень похоже на начало войны, когда буквально рынок недвижимости по предложениям нам показал ну, просто катастрофическое снижение, потому что примерно то же самое было в Киеве. Народ побежал, метро не работало, транспорт не работал, не было, так сказать, света, электричества в определенное время. Примерно то же самое вот сейчас происходит. Спустя 4 года войны, так, в общем-то, доруководили страной товарищи, да, что не позаботились о том, что может же повториться та же история. Поэтому количество предложений катастрофически снижается. Дальше, социальное жилье, друзья, это вторичный рынок, подешевело на 0,22%. Эконом-комфорт бизнес-класс, это тоже вторичный рынок, подешевел на 0,35%, что в принципе закономерно. И первичный рынок показал нам также, друзья, отрицательную динамику, то есть динамику снижения стоимости квадратного метра. Эконом-комфорт класс минус 0,25% за месяц. И первичный рынок комфорт бизнес-класс подешевел на 0,15%. То есть в отличие от города Чернигова, в общем-то здесь вполне адекватно себя ведет рынок. Вот дальше, друзья, город Харьков. Но он мне, знаете, напоминает, что, помните, война началась в 22 году, в феврале 2024 года. Еще в январе и в декабре 2021 года у меня, так сказать, была жаркая полемика с друзьями-риэлторами, которые жили в Харькове, которые там раздували щеки и говорили, что вкладывайте в первичный рынок, потому что все растет, все вот это самое, все прекрасно, да. И я просто устал, как оно называется, им говорить, что, друзья, ну, а с какого оно перепугу растет? Вы посмотрите на макроэкономические показатели, которые характеризовали тогда, довоенное время еще, развитие Харьковской области. Это внутренний региональный продукт называется. Но не слушали, как говорится, да, не верили. Ну вот война началась, и как бы Харьков очень сильно стоимость квадратного метра подешевела. Вот теперь происходит примерно то же самое. Стоимость квадратного метра на протяжении прошедшего 2025 года с какого-то перепуга начала расти. Причем достаточно, ну как оно, серьезно, по проценту в месяц, там где-то по полпроцента. И вот впервые за 12 месяцев, не впервые, а точнее у нас ноябрь месяц показал снижение и декабрь по социальному жилью. Давайте пройдемся. Это вторичный рынок. Снижение почти на 1%, минус 0,91%. Ну, до людей наконец-то дошло, что такое многоэтажные вот эти дома, да, в которых нет ни света, ни тепла. Это второй месяц
10 месяцев стоимость росла, теперь второй месяц стала снижаться. И я, естественно, предполагаю, что этот процесс уже запущен, так сказать. Дальше социальное жилье, аренда продолжает расти. Здесь мы сравниваем третий с четвертым кварталом, где-то на 1,35% выросло. Эконом-комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок. Также, друзья, внимание, снижение на 0,83%. Ну, наконец-то дошло. Я вот никак не это самое, не мог дождаться этого момента. Мне ж пишут и говорят: слушай, ты же прогнозировал, что все будет падать, а оно все растет. Я не могу точно знать до месяца, да, и до цифры, насколько оно будет расти или будет снижаться. Но тенденция, в принципе, всегда предполагаю, что будут развиваться именно так, как я говорил. То есть я предполагал, что будет отрицательная динамика снижения. Снижаться будет стоимость квадратного метра. И вот видим, что эконом-комфорт бизнес-класс за месяц показал нам снижение стоимости квадратного метра, но это всего лишь только за месяц. Первичный рынок, снижение минус 1,77%, почти 2%, ничего себе, да? Первичный рынок, комфорт, бизнес-класс вырос за месяц на 0,55%. Ну и первичный рынок, элитный класс, снижение минус 0,77%. Переходим, друзья, к самому безопасному с точки зрения географии городу Полтава, который входит в северо-восточный регион. Ну, он ближе находится к центру. Хороший город, у нас там когда-то даже у меня филиал был, мы активно занимались, в общем-то, как оценочным бизнесом, так и риэлторским в том числе. А сейчас, напомню вам, я не риэлтор, моя задача показывать просто вам через цифры, через статистические данные, процессы, которые, в общем-то, происходят на рынке. Итак, город Полтава. Также видим, что количество предложений снизилось почти на 1%. Социальное жилье. Вот здесь видим рост, плюс 0,34%. Ну, вот здесь, кстати, неудивительно, если бы даже показывала везде рост, а здесь не все сегменты показывают рост. Почему я мог бы предположить, что с Чернигова, ну, Чернигова вряд ли, но вот Сум точно люди сюда переезжают. Почему? Потому что бюджетный рынок, недорогой, аренда, в принципе, не сравнишь с городом Киевом, да. С Харькова, возможно, здесь поспокойнее, в Полтаву тоже люди переезжали, вот эти внутренние мигранты, так называемые. Но, еще раз повторюсь, здесь вполне закономерно, что социальное жилье – это самый недорогой сегмент рынка недвижимости. Он показал динамику роста за месяц плюс 0,34%. А вот дальше эконом-комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок, снижение минус 0,15% за месяц. Первичный рынок квартиры эконом-класс, снижение минус 0,24%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс, здесь плюс 0,59% за месяц снижения. Итак, переходим к таблице, друзья. Это Excel-овская таблица. Давайте проговорим очень быстро. В целом подытоживающие данные, сравнивая ноябрь с декабрем месяцем. На примере социального жилья мне кто-то там, ну, много мне смотрят людей, которые первый раз зашли на сайт, на данный. Социальное жилье, друзья, это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется на территории Украины. Город Харьков не исключение, Полтава не исключение и так далее. Что такое за социальное жилье? Это жилье, которое было построено при Советском Союзе. Почему социальная, ну, дефиниция социальная, да, все говорят, что его бесплатно, там это нищим только раздают где-то там в Европе. Нет, друзья. Социальное жилье – это жилье, которое было построено при Советском Союзе, а при Советском Союзе не было прав на частную собственность. Поэтому квартиры государство выделяло бесплатно, совершенно. И только после того, как развалился Советский Союз в 1991 году, Верховный Совет Украины, уже самостоятельного государства, принял закон о частной собственности. И данное жилье люди приватизировали и потом продавали. То есть появился рынок недвижимости. Надеюсь, я ответил на этот часто задающийся мне вопрос. 85% жилого фонда – это социальное жилье, друзья, в Украине. Кто мне не говорил. Можете зайти на сайт службы статистики и все это сами посмотреть.
Итак, на примере социального жилья город Харьков 584 доллара за квадратный метр, снижение видим за месяц 0,85%. Город Полтава 582 доллара. Друзья, впервые за многие-многие года исследования рынка недвижимости город Полтава достигла по стоимости квадратного метра города Харькова. Вот представляете, насколько город Харьков потерял в стоимости квадратного метра? Там разница где-то была чуть больше 100 долларов всегда. А теперь практически в одну стоимость в городе Полтаве и в городе Харькове. Город Полтава показал рост плюс 0,34% за месяц. Город Чернигов 488, рост плюс 0,21%. Ну и город Сумы 453 доллара за квадратный метр, снижение за месяц минус 0,22%. Среднее арифметическое число по региону, как оно считается, вы знаете, 527 долларов за квадратный метр, снижение 0,14%. Как ноябрь месяц, так и декабрь нам показали, друзья, снижение незначительное, но все-таки снижение. Индекс отрицательный 0,999. А вот следующий слайд, друзья, здесь мы уже будем сравнивать. Табличка поменялась только внизу, видите? Все остальное вы можете, ну, как бы посмотреть. Это колебательные процессы, а внизу уже тренды или тенденции длиной в 1 год. Почему я говорил, не бросайте в меня помидоры, испорченные огурцы и все остальное. Вот в годовом измерении жилая недвижимость, в общем-то, прифронтового региона показала нам динамику роста почти 2%. Давайте посмотрим. Опять же, на примере класса социальное жилье. За год город Харьков на 3,73% подорожало социальное жилье. Индекс положительный, единичка 0,37. Безумие, друзья. Все 12 месяцев говорю об этом, что это необоснованный рост. Полтава. Выросла стоимость квадратного метра на 2,28%. Город Полтава, здесь я могу объяснить, потому что все-таки я так предполагаю, что мигранты переезжают и так или иначе влияют на рынок. Город Чернигов, безумие, рост в течение года почти 3%, 2,95%. Индекс положительный, единичка 0,30. Ну и город Сумы, снижение, единственный город, который за год показал нам динамику снижения, минус 2,16%, индекс отрицательный 0,978. Итого получилось рост почти в 2% в целом, среднее арифметическое число, вы уже знаете, как считается, да, 527, сравнивая вот с тем, что было в декабре 2024 года, 517, видим, рост на 1,84%, почти на 2%. То есть, ну вот это безумие, да, ну цифры, в общем-то, показывают, что действительно стоимость незначительно подросла. А теперь, друзья, давайте я вам, прежде чем перейти к прогнозам, то есть мы подвели итоги, это понятно, я вот сейчас поищу, я подготовил где-то такой слайдик, сейчас одну секунду. Да, вот этот слайд. Не смотрите на вот эти данные, которые здесь, это серпень. Я просто взял скриншот, сделал и хочу показать вам географическое расположение Черниговской области, города Чернигова, который показывает нам динамику роста почти 3% в годовом измерении. Я очень хорошо знаю Черниговскую область, Чернигов. Я лет, наверное, 10 прожил в городе Славутичи, то есть ну, друзей много, в общем, знаю хорошо местность эту. Итак, давайте начнем с расстояния. Во-первых, вы видите какой такой, как выступ, да, или как полуостров, который уходит на территорию Брянской области, Российской Федерации. С одной стороны Белоруссия, с другой стороны Брянская область. От границы, вот здесь крайняя точка, до Чернигова 80, где-то 3 километра. От крайней точки, там где-то переход был когда-то до войны. Дальше. От города Чернигова до города Киева 144 километра. Итак, 144 плюс 80, получается там 220 где-то километров. Это от границы с Брянской областью до города Киева. Почему в первые дни войны
войска Российской Федерации стояли вот буквально под Киевом, город Бровары, активные были обстрелы. Вот тогда, кстати, сейчас Кличко говорит, что 600 тысяч уехало людей, да, а вот в первые дни город Киев был весь практически уехали. Вот один из немногих я остался. Не потому что, так сказать, это самое, как оно называется, потому что понимал, что куда бежать, за границу не выпустят. Вот дождался 60 лет, когда стало возможно выехать, естественно, собрал чемодан, как мне говорили друзья, товарищи, чемодан, вокзал, куда там, Польша, да, ну, я поехал дальше. Поэтому 200 километров до города Киева, самый кратчайший путь до столицы Украины. Теперь вот этот выступ, смотрите. Крайняя вот здесь точка граничит с Беларусью. Это село Неданчичи, у моей тещи там была дача, как сейчас помню. Следующий выступ, вот здесь крайняя точка Бояра Лежачи, это с украинской стороны. Здесь уже, наверное, с Курской областью граничит, я так предполагаю. Здесь расстояние тоже 286 километров. Почему я детально вам показываю на километры? Так вот, на сегодняшний день с этого такого полуострова наибольше всего показывают, запускают в сторону Российской Федерации, значит, вот эти девайсы летающие и прочее, прочее. Ну, вглубь, так сказать, Российской Федерации почти на там 200 километров, ну не 200, там 100 километров. Поэтому, но при этом, при всем, идет везде наступление Сумы, Харьковская область, а вот Черниговская область как-то вообще спокойно-спокойно, и люди там себе фантазируют, стоимость квадратного метра растет. И вот смотрите, что происходит. Сейчас убивает, выносят всю энергетику, то есть люди также сидят, как в Киеве, по несколько дней без света, без воды, без тепла, естественно, да. То есть я предполагаю, что там Северная армия формируется, один из участков, который вот в этом году, ну, может быть, не в феврале, но в конце года точно будут активные боевые действия именно по этому направлению. Ну, география говорит сама за себя. Не надо тут быть военным экспертом, это очевидные вещи. Поэтому, друзья, в городе Чернигове, кто меня смотрит, у меня там много знакомых, 2026 год будет очень сложный год, очень сложный, реально очень сложный. Поэтому действительно, кто может уехать, уже возрастной, лучше, наверное, бы уехать, если есть возможность. Ну, опять же, у людей денег банально нету, да, дожились до того, что на пенсию. Если бы я на пенсию свою, так сказать, жил бы, так я и за Киев не выехал бы, потому что, ну, это нереально за те деньги, да, куда-то выехать. Поэтому все тут вопрос упирается в возможности, но предстоит, в общем-то, очень сложный год, и это направление, мне кажется, там очень сильно попадет под раздачу. Итак, друзья, теперь закрываю пока слайдов, и мы что, как я обещал, о прогнозах. Я предполагаю, что все-таки с января месяца мы будем видеть, ну вы на примере Харькова уже увидели, на почти там 1% снижения стоимости увидели, сравнивая с ноября с декабрем. То есть вот теперь динамика снижения для меня очевидно будет по нарастающей, в месяц где-то по 1% мы будем видеть по всему северо-восточному региону. То есть это и по Сумам, и по Харькову, и по Чернигову, я даже не сомневаюсь, и по городу Полтава. Поэтому первый квартал 2026 года мы увидим снижение в целом где-то порядка 3% по жилой недвижимости. Друзья, ну время пройдет быстро. Я записываю в январе месяце, то есть февраль, март, что тут 2 месяца осталось. Запишу такое же видео, я записываю ежемесячные обзоры, и мы порассуждаем, насколько прав был я или не прав. А пока, друзья, подпишитесь на мой канал для того, чтобы быть в курсе событий. И помните, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.